улыбчивого всем настроения. Итак, у меня продолжается нашествие инопланетян. Здесь вы можете видеть весь фронт моей работы. 5 уже полностью готовых, 5 еще в процессе. Один вот этот вот сидит здесь как образец. Я всех по нему равняю. Это такой командир. И он у меня был опытным экземплярчиком, и поэтому я его в расчет не беру и делаю партию полностью из 10 штук, равняю по нему, чтобы все остальные были одинаковые. Итак, сегодня видео будет про глаза. Про вот эти глаза. Я покажу, как я их креплю, и покажу, как их оформить. То есть, как сделать эти веки. Был у меня такой вопросик в комментариях. Я решила, так как я делаю сейчас это в процессе, показать это не займет много времени, потому что мастер-класс будет, но не могу сказать, когда я всю работу выполню, когда у меня будет свободное время, и только тогда я смогу уделить время мастер-классу, потому что это занимает очень много времени и кропотливый труд, поэтому веки покажу сегодня, как их пришивать, как я оформляю. 10 не 10, 5 готовых. Хотелось бы, конечно, 10, но пока только готовых 5. 5 малышей готовы. Сейчас они отправятся в корзинку. 1, 2, 3, 4, и 5. Корзинка для готовых работ. Здесь у меня 4 заготовочки. Вот так они выглядят без ног, без рук, только с глазами. 4 готовы. Я показывала в прошлом видео глаза. Вот такие на штырьке. У меня спросили, как вы их крепите, если нет заглушек. Заглушки есть, просто я их храню отдельно. Вот такой коробочке. Вот заглушки. Так как они маленькие и беленькие, и на столе, если я их где-то положу, я могу их потерять, не заметить. А здесь они полностью у меня здесь в сохранности. И мне они так и пришли. Глаза отдельно в вот таких пакетиках, заглушки в пакетиках отдельно. Поэтому я их так и рассортировала. Глазки черненькие, их видно на столе. Заглушки у меня идут в коробке. И покажу вам сейчас. Я делаю 5-ю заготовочку голова-тело. И как я креплю глаза на таком этапе. Вот они, заглушки. Все здесь очень крепко держится. Глаза очень надежно прикреплены. Заглушечки одеваются очень плотно. И руками я их прижимаю. А потом еще плоскогубцами я их вдавливаю, чтобы уже точно было надежно. И некоторые глаза я прям с плоскогубцами переусердствовала, и пару глаз я отломила штырьки прям от самих глаз. Поэтому не применяйте очень грубую силу. Поэтому я сначала прижимаю руками, и потом еще фиксирую немножечко плоскогубцами, чтобы это было понадежней. Вот так это выглядит у меня. Так, про заглушки я сказала, показала, все у меня есть, все у меня в
порядке, глазки крепятся хорошо и надежно. На этом этапе ушки у меня уже были готовы. Связала я ноги. Вот так они выглядят. И сейчас я доделаю эту еще одну заготовочку. Пришью ножки, свяжу ручки, и когда дойду до глаз, я вам покажу, как я их оформляю. Я продолжаю работать. Увидимся буквально через минутку. Итак, у меня все малыши почти готовы. Из 5 готовы 4. Вот так они все выглядят. И остался один, на котором я вам покажу, как сделать веки и оформить глазки. В общем, так. Итак, начнем. Века состоит из 4 частей: верхняя, нижняя, верхняя, нижняя, и это цепочка из воздушных петель. Для моих глаз они в диаметре 13 миллиметров. К этим глазкам я делаю 8 воздушных петелек. Итак, начнем. Оставляем ниточку не маленькую, где-то вот такую, чтобы мы смогли вдеть ее в иголку и сделать несколько стежков. И вяжем 8 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше оставляем точно такую же ниточку по длине, закрепляем. Так, первое веко готово. Нам понадобится еще булавочки для фиксации. И находим где-то приблизительно серединку глаза. Это будет вот здесь и вот здесь. И фиксируем веко верхнее на булавочке. Вот так. И пришиваем. В зависимости от того, по плотности, как вы вяжете, вы будете корректировать цепочку. Может, у вас будет 7, может 9, смотря какой плотности у вас вязание. Мне хватает 8 воздушных петелек. Итак, пришиваем с одной стороны. Берем иголочку, вдеваем ниточку. Я полностью веко не пришиваю. Вкалываю в серединку и вывожу в любом другом месте. И делаю 2 закрепа, то есть один стежок и второй стежок, для того чтобы хвостик ниточки нигде не смог вылезти потом. Одна сторона зафиксирована. Дальше
Вдеваем следующую сторону ниточку в иголочку. Здесь процедура немножечко другая. Ввожу в серединку, и нам нужно зафиксировать веко сверху. То есть где-то здесь и здесь будет один стежок поверху. Вывожу иголочку в этом месте. Разравниваю веко, чтобы оно легло так, как нам нужно. И одним стежком фиксирую. Вот так. Аккуратно, чтобы иголка не попадала между волокнами пряжи. Вот. И буквально одним стежком. И вывожу опять где-нибудь сверху. Все. Веко у нас зафиксировано. Делаю 2 закрепа в любом другом месте. 1, 2. Ниточку ложим вдоль столбиков, вдоль пряжи, не поперек, а вдоль, чтобы она была незаметной. Так, одно веко у нас есть. Также проделываем и с нижним веком тоже. Давайте свяжем дальше. Оставляю такой же хвостик, вяжу 8 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Оставляю такой же хвостик с другой стороны, закрепляю, и то же самое проделываем с нижним веком. Фиксируем в том же месте, где и верхнее веко. Здесь раз. И с этой стороны точно так же фиксируем там, где верхнее будет пришиваться. Вот так. Проделываем все то же самое. Ниточку вдеваем в иголочку. Первую сторону просто закрепляем. И 2 закрепа. Нижнее будем фиксировать снизу, аналогично, как и верхнее. Так, есть. Вводим иголочку в место соединения с верхним веком и выводим под глазиком буквально на 1 стежок. Вот так.
тянем и так же само фиксируем. Захватываем веко. Вот так. И буквально один стежок. Вот так. Разровняем. Вот. И все. И закрепляем в любом удобном вам месте, туда, куда ложится иголочка. Так, один глазик у нас готов. Давайте сделаем и второй глаз. Здесь делаем точно так же, с одним уточнением, я бы даже сказала, которое я вам сейчас покажу. Так как мне нужно будет вышить еще и носик, я прям ниточкой от глаза это буду делать, чтобы не вышивать его отдельно. Мне так удобнее, и я покажу вам, как я это делаю. Начинаем с верхнего века. Процедура точно такая же, как и с этим. Оставляем хвостик. 8 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Здесь оставляем веко готово. Пришиваем симметрично. Здесь будет фиксироваться и здесь. Итак, есть. И здесь готово. Пришиваем. Заправляем ниточку. Первый хвостик просто фиксируем, и все. Просто фиксируем 2 закрепками. 1, 2. Вдеваем следующую сторону. И вот примерно над глазиком один столбик будет у нас для фиксации века. Выводим сюда иголочку. И аккуратненько одним стежком закрепляем. Вот, веко у нас второе готово. И делаем 2 закрепки. 1 и 2. Отрезаем. И последнее, 4 веко. Оставляем такую же ниточку, хвостик, как и в предыдущих детальках. Делаем 8 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. А вот на этой стороне оставляем в 2 раза больше ниточку. Вот так. Чтобы нам удобнее было сделать еще и носик. Пришиваем. Фиксируем сначала так и так. Длинная сторона у нас получается с этой стороны. Так. Первую сторону мы только фиксируем. Вот так. 2 закрепки. Упс. Один, 2. Так, и последний хвостик, последняя деталь наших век. Так, подтягиваем. Фиксируем одним стежком, аккуратно, не спеша. Вот так, не растягивая их. Все, второй глазик у нас оформлен. И дальше этой же ниточкой я вывожу вот сюда и вышиваю нос. Нос это 4-5 стежков. Так как вам будет казаться, что это уже красиво. Я думаю, что будет достаточно. Все, и делаю те же самые 2 закрепительных стежочка. И все, глазки оформлены. Все 5 готовы. Такие смешные галышки. Осталось только их одеть, и все будет готово. Итак, все халатики уже связаны. Выглядят они вот так. Все, теперь можно одеваться. Итак, все 10 штук готовы. 11 у меня образец. Еще одна большая часть работы выполнена. У меня прям цветочки в тон моих игрушек. Дальше я буду вязать плюшевых овечек. И увидимся уже в следующем видео. Надеюсь, это видео будет вам полезным. Спасибо, мои дорогие, что провели это время со мной и с моей космической командой.